coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming. Приветствую всех, с вами Холдым, и мы продолжаем проходить игру Kill or Love. Убей или люби. Скажу сразу в двух словах, почему пропал именно. Более развернутый ответ будет в комментарии внизу к этому видео. У меня погибли близкие мне люди, умерли. И я ездил на похороны, и после всего этого у меня появилась просто ужасная тяжесть просто на душе. Мне просто ничего не хотелось делать. Ну и вдобавок еще к этому, к недостатку времени добавилось то, что у меня те же самые уроки, дела другие по дому. Ну и еще у меня заболели родители. Из-за этого пришлось мне отложить видео, чтобы дать им спокойно полежать в комнате и не беспокоить их. Вот. Из-за этого вот видео не выходили. А теперь погнали! Желаю всем приятного просмотра. Посмотрите предыдущую серию, чтобы понимать, что происходит. А мы погнали. 7 августа. Я не могу просто сидеть и ждать. Я должен ждать, и я буду, но в то же время чувствую, что не могу больше так. Я ничего не делаю, и это съедает меня. Если желудок пуст достаточно долго, он начинает есть сам себя. Ты это знаешь? Я это знаю. Если я ничего не сделаю прямо сейчас, боюсь, что сойду с ума. Я собираюсь записывать все, что происходит. Может, это поможет мне во всем разобраться? Прямо сейчас все мои мысли одновременно жужжат в моей голове, как мухи вокруг дерьма. Я хочу, чтобы мой разум был ясен, чтобы сделать то, что я собираюсь, и сделать это качественно. Мой разум должен быть ясным, не затуманенным. Этот блокнот маленький, но думаю, что у меня достаточно места, чтобы записать все. Это небольшая история. Так все начинается. Все. Я встретил Анну, снова встретил ее после стольких лет в магазине, где я работал. Грейс в это время там не было. То, что Анна посетила магазин именно в это время, не было совпадением. Это не могло быть простым совпадением. Должно быть, она следила за мной. Когда она вошла в первый раз, я стоял у кассы. Она подошла прямо ко мне и встала в очередь. Пожилая женщина была занята пересчетом мелочи и не возмутилась. И никто другой не возмутился. Анна немного постояла, глядя на меня. Затем она сказала: «Нет, нет, я не могу это сделать. Я не могу начать здесь. Я не могу это сделать. В моей жизни уже слишком много этой женщины. Я должен начать с кого-то другого. Кого-то, по кому я скучаю. Грейс». Грейс была девушкой, которая работала в том же магазине. Она была и остается доброй, милой девушкой. Она немного тихоня, но это совершенно нормально. Я ненавидел ее. Я ненавидел большинство людей и большинство вещей. Я был настоящим засранцем. Ну, это мягко сказано, как можно тебя назвать после такого отношения ко всему. И особенно к этой по внешнему виду доброй девушке. Я не проводил время с другими людьми. Всякий раз, когда коллега приглашал меня куда-нибудь, я отказывался. Я ни с кем не общался во время перерывов. Я был таким, каким всегда. И, конечно же, Грейс я тоже избегал. Она несколько раз пыталась заговорить со мной, но после этого я стал избегать ее еще больше. Я брал только те смены, которые, как я думал, она не возьмет. Когда мы работали вместе, я старался держаться от нее как можно дальше. Какое-то время это работало. А потом настал день, когда мы впервые заговорили, по-настоящему заговорили. Когда Грейс пришла, я поправлял полки рядом со старым, жирным, длинноволосым мужиком. Я даже не взглянул на нее. Вместо этого я очень заинтересовался укладкой банок с едой на нижней полке. Я ждал, когда она уйдет. Дон, ты можешь поменяться со мной?
Ты можешь пойти помочь Сьюзи. Я там уже привела в порядок нижние полки». Старик Дон поблагодарил ее и ушел. И Грейс начала работать рядом со мной. Прошла минута. Я обнаружил, что не могу спокойно работать. Просто ее присутствие меня напрягало. Я должен был что-то сказать. «Я прекрасно справлюсь сам». Если хочешь сделать перерыв или что-то еще, валяй. Я прекрасно справлюсь сам. О, нет, я не против помочь. О, нет, я не против помочь. Понятно. Она что, намеки не понимает? Подумала я тогда. Его спина, ты знал? Что? У Дона больная спина, поэтому я попросила его переключиться. А, понятно. У него возникают проблемы с нижними полками, так что... Я понял. Клянусь, клянусь, я сделал это не для того, чтобы тебя беспокоить. Тьфу, чтобы тебя побеспокоить. Я сказал, что понял. Хорошо. Мы продолжили молча пополнять запасы. Еще примерно минуту. Я знаю, что не нравлюсь тебе. Поэтому подумала, что ты можешь подумать, будто я нарочно тебя беспокою. Поэтому прости меня. Я вздохнул. Кто сказал, что ты мне не нравишься? А? Разве не так? Ты всегда избегаешь меня. Ага, не принимай это на свой счет. Просто я такой. Мне плевать на других людей. Грёбаный придурок. Если бы я мог вернуться в прошлое и дать тебе по лицу, я бы сделал это. Так я тебе нравлюсь? Что? Нет, я этого не говорил. Пойми. Ха-ха-ха, просто шучу. Остаток дня мы не разговаривали, и я решил, что на этом все. Она оставит меня в покое, подумал я. Теперь, когда знает, что мне так больше нравится. Но она не остановила. Тьфу. Но она не остановила. Скорее всего, имелось в виду, но она не остановилась. Но, как говорится, в каждом переводе, особенно таком фанатском, есть небольшие ошибки. Главное, что он хотя бы есть. Я всегда благодарил свою счастливую звезду за то, что она не оставила меня одного после такого. Возможно, ей стоило бы, ради ее же блага. Надеюсь, она простит меня. Писать о прошлом было хорошей идеей. Сейчас меня даже не волнует, где я и с кем. И мысли о Грейс, воспоминания о том, как она улыбалась, придают мне смелости. Она пострадала из-за меня, поэтому я сделаю все, чтобы она была счастлива и в безопасности. Сегодня была хорошая погода, небо было голубым. На стене слева от меня находилось маленькое окошко. Если повернуть голову через него, можно посмотреть на улицу. Это маленький кусочек неба, единственная красивая вещь здесь. Он и мои воспоминания о ней. Привет, Джек. Привет. Прекрасное утро, не правда ли? Давай выложимся сегодня на все 100. Да, давай. Твоя одежда вся мятая. Заметил? Ой, да ты права. Да, ты права. У меня же нет утюга, так что... Боже, ты действительно настолько безнадежен? Я бы так не сказал. Я могла бы погладить твою одежду, если скажешь волшебное слово. 8 августа. После этого случая Грейс стала подходить ко мне все ближе и ближе, и все чаще начала со мной разговаривать. Все начиналось постепенно. Сперва просто привет, пока и до свидания. В конечном итоге короткие фразочки переросли в полноценные беседы. Хоть я и сказал полноценные беседы, на самом деле они были довольно полыми. Конечно, я заметил, как дружелюбно она ко мне относится. Но я не оттолкнул ее.
Я не мог сказать, почему я этого не сделал. Я каждый день удивлял себя тем, что не говорил ей отвалить. «Слушай, Джек, там дальше по дороге есть бар. Я слышала, что это хорошее место. Так, как насчет того, чтобы сходить туда? Может, сегодня после работы? Расслабиться?» И когда она пригласила меня выпить, я удивился еще больше, ответив «Конечно». «Как тебе здесь? Нормально?» «Да, думаю, неплохо. Если честно, даже не знаю. Я не хожу в такие места. Почему-то это такой феномен, когда ты постоянно ассоциируешь себя с главным героем. Потому что отчасти всегда находишь в нем хоть что-то общее. А вот сейчас, опять же таки, у меня есть что-то общее с этим Джеком. А именно, одна вещь, именно замкнутость в 4 стенах. Вот это вот, а не то, что отталкивать людей и быть с ними крайне грубым. Ну, я, как и ты, тоже не знаю. Но я подумала, что будет весело. Грейс заказала виски с колой. Нормальное сочетание. Я не знала, что заказать, поэтому заказал то же самое. Наши напитки принесли быстро. Они были прохладными и приятно сладкими. Но я не мог наслаждаться своим. У меня было плохое настроение. Официантка хихикнула, принимая мой заказ, и я воспринял это как оскорбление или что-то еще столь же глупое. Я точно не помню. Ах, приятно расслабиться после долгого рабочего дня, не так ли? Я проворчал. В чем дело, Джек? Ни в чем. Я отпил свой напиток. Тебя что-то беспокоит? Я же сказал, ничего такого. Я просто не создан для этого. Ох, прости. Ты можешь не пить, если не хочешь. Я не это имел в виду. Я имел в виду все это. Я указал на все вокруг. Делать все это с людьми. А почему? Ты не поймешь, даже если я объясню. Мы просто слишком разные. В жизни мне приходилось нелегко. Правда? Мне жаль это слышать. Но это не значит, что ты не можешь расслабиться сейчас. Было бы стыдно не делать веселые вещи только из-за этого. Нет, я хочу сказать, что это просто не весело для меня. Мне это не нравится. Как ты можешь так говорить? Мы пробыли здесь всего 10 минут. Я просто знаю. Она не выглядела счастливой, когда я сказал это. Так ты хочешь уйти? Ох, вообще-то я и не думал уходить. Просто ворчал из-за вредности. Ты не можешь уйти. Еще нет. Да. Если ты будешь продолжать в том же духе, тебе никогда не будет весело в будущем. Так что обещай мне, что хотя бы дашь мне шанс побыть тут с тобой. Ты хочешь, чтобы я остался здесь подольше? Да, еще как минимум час. Целый час? Пожалуйста. Ладно, побуду еще часик. Спасибочки. Ты не пожалеешь об этом. Да, конечно. Время тянулось так долго. На стене напротив меня висели часы. Я собирался смотреть на них целый час, отсчитывая минуты. Потом, когда бы прошел час, я бы встал и ушел. Проще простого. Но потом что-то случилось. У Грейс появилась проблема. Я никогда не видел ее такой неуклюжей. Она запиналась, пытаясь найти тему для разговора. Я понял это, так как просто сидел, почти ничего не говоря. Я все время до этого был ворчливым, но сейчас это не помогало. В магазине с большим количеством отвлекающих факторов ей было легко болтать со мной время от времени. Несколько слов тут и несколько там. И мне не нужно было ничего делать, кроме как кивать.
Однако просто кивать не получится при разговоре лицом к лицу. После нескольких неудачных попыток начать разговор, Грейс сдалась. Она сидела и смотрела на свой стакан, а не на меня. Скорее всего, она набиралась смелости, чтобы предложить закруглиться пораньше. Через несколько минут я смогу уйти. Я обнаружил, что не могу это вынести. Поэтому начал разговор. Я сказал первое, что пришло мне в голову, как бы глупо это ни звучало. Не знаю, зачем я это сделал. Это так на меня не похоже, беспокоиться о ком-то и не контролировать речь. Или скорее, это не похоже на прошлого меня. Может быть, я наконец подружился с Грейс? Или, может быть, это был алкоголь? Я не знаю. Может, все вместе? Причина не имеет значения. Важно то, что это произошло. Возвращаясь назад, это была та часть меня, которая никогда не расслаблялась, несмотря ни на что. Нет, это даже было не частью. Почти весь я был таким. Как кулак, который не разжимается. Но в тот момент я обнаружил, что могу расслабить его мало-помалу. И прежде чем я это понял, я действительно получал удовольствие в присутствии этой девушки. Разговаривал с ней, смеялся, просто проводил с ней время. О чем мы говорили? Я не помню. Что я помню, так это то, что мне тогда было веселее, чем за все эти годы. Когда прошел час, я ничего не сказал. Мы пробыли там еще несколько часов. Вообще-то, я припоминаю одну вещь, о которой мы говорили. Мы разговаривали на тему семьи. «Какая у тебя семья, Джек? Какая у тебя же семья, Джек?» Ах, я не могу сказать. О, понимаю. Ты можешь не говорить об этом, если не хочешь. Прости, что спросила. Я вроде как и со своей семьей тоже особо не разговаривала. Почему так? Вообще-то я не очень много общаюсь с другими людьми или провожу с ними время. Ну, вне работы. Я вроде как большую часть времени была одна. Что, правда? Да, ха-ха. Это меня удивило. Тогда я очень удивился. Я никогда не думал, что Грейс похожа на меня. Но ты так дружелюбна с людьми в магазине. Только и всего. Не то, чтобы мне не хотелось проводить с ними больше времени, но... Я не знаю. Такое чувство, если я пущу их ближе к себе, они окажутся нехорошими. Но ты другой. Ты просто пытаешься выжить. Я не думаю, что ты кого-то используешь. Боже, когда я так говорю, это звучит совсем неправильно. Ты, наверное, думаешь, что я очень странная? Прости меня. Нет, я так не думаю. В том, что ты сказала, есть смысл. Правда? Спасибо, Джек. Я очень-очень надеялась, что ты поймешь. И я так рада, что ты понял. Я на самом деле чувствую, что ты тот, кому я могу доверять. Мы пошли выпить на следующей неделе, а затем еще раз через неделю. Через неделю после этого мы ужинали вместе в мелком грязном ресторанчике, где могли позволить себе поесть. Я пытался произвести на нее впечатление, заказав вино. Я никогда до этого не пил вина. Оно было отвратительно. Но я догадывался, что оно будет отвратительным. Поэтому я через силу влил в себя содержимое бокала. Я даже не сказал, что вино восхитительно. Затем Грейс попробовала немного и сказала, что оно было испорчено. Потом она начала дразнить меня за это. Но мне не было обидно. Я тоже засмеялся. Очень смешно, когда ты побежишь в тубзик после такого испорченного вина. Очень смешно. Странно, как быстро иногда меняются люди. Вскоре мы стали чаще ходить в бары, дешевые рестораны и тому подобное. Мы много гуляли вместе, а как-то раз даже пошли в кино.
Примерно через месяц я спросил Грейс, будет ли она моей девушкой. Что, разве я уже не твоя девушка? О, и вот так все произошло. Очень такой быстрый переход. 9 августа. Ну, может, так и бывает, когда сильно чувствуешь какие-то теплые чувства к человеку. Я не знаю. Для меня это тайна за 7 печатями. Через несколько недель она рассказала мне, что случилось, когда она еще жила со своей семьей. Какое-то время я знал, что что-то случилось, что-то, чем она ни с кем не делилась раньше. Но когда она рассказала мне, что именно, некоторые вещи из того, что она рассказала, нет, я не должен их писать здесь. Это неправильно. Не мне рассказывать. Что если кто-нибудь найдет этот дневник? Я никогда не думал, что она живет с таким бременем. Когда я узнал об этом, то почувствовал себя раздавленным. Я знаю. Боже, я чувствую себя как идиот. И после этого я говорил тебе, что мне пришлось нелегко. Нет, все нормально. Пожалуйста, не расстраивайся из-за этого. У тебя свои проблемы, а у меня свои. Я знаю, но мы можем что-нибудь сделать. Здесь ничего не сделаешь. Теперь все кончено. Все, что я могу делать, это смотреть вперед. Понимаешь? Я обнял ее и сказал, что она очень храбрая, раз рассказала мне. Я сказал ей, что буду всю жизнь защищать и оберегать ее. И я не шутил. Да что ж такое-то? Извиняюсь, руки-крюки. И я подвел ее, но это будет позже. Теперь я решил, что должен рассказать ей о своих собственных проблемах. Ты не обязан говорить мне, если не хочешь. Все нормально. Я хочу рассказать. До этого у меня получалось молчать в своем прошлом. Я только намекал на некоторые вещи. Теперь я рассказал ей все. Это была не длинная история. Что? Ничего? Ты ничего не помнишь? Ладно, это не совсем ничего. Но воспоминания о моих подростковых годах размытые. И все до этого как будто не существует. А как же твоя семья? Я не знаю. Может быть, она у меня и не была? Может быть, она у меня и была. До того, как мне исполнилось 18. Я пробыл во многих заведениях. О, Джек. Если хочешь, я расскажу тебе о тех временах. Но рассказывать особо нечего. На самом деле со мной никогда ничего не случалось. Хотел бы я рассказать тебе обо всей своей жизни. Очень хочу. Но не могу. Все нормально. Ты когда-нибудь пытался это выяснить? О моей прежней жизни? Да. Не пытался. Почему нет? Я не знаю. Просто мне никогда не хотелось, наверное. Я должен был знать, даже тогда, что некоторые воспоминания лучше оставить похороненными. Я уверена, что хотел бы вспомнить, если бы не могла. Я уверена, что хотела бы вспомнить, если бы не могла. Но тебя это устраивает? Да. Ну, ладно. Тогда расскажи мне о том времени, что ты помнишь. Потом я рассказал ей все о тех немногих приятных воспоминаниях, которые у меня были. 10 августа, 3 глава, без промедления. И как раз таки идеальное место. Будем прыгать так через одну главу. Нормально, тут остановимся. 10 августа, будем дальше смотреть, что будет происходить. Но честно, разумеется, теперь у меня, как сказать, мне очень нравится отчасти Грейс. Она, не знаю, просто подходит прям под мой стандарт, как Сайори. Сайори и Грейс — это такие две счастливые, со своим грузом на душе, но счастливые девушки. Ну и любящие поесть, возможно, я не знаю, хоть любит она есть или нет. Но выглядит она примерно так. Ладно.
Нормально так, опять-таки. Нормальное сочетание. В Доки-Доки безмолвный, безвольная кукла, которой управляют, и бедная девушка с депрессией. А тут девушка и какой-то психованный немножко маньяк. Ладно, нормальное сочетание. Ладно, перейдем к делу. Загляните в описание, там будет ссылочка на мой Discord сервер и на Discord сервер по Доки-Доки. Если вам интересно, можете заглянуть туда. Буду рад вас там видеть. Пишите комментарии, ставьте лайки, если вам понравилось. И с вами я, конечно же, не прощаюсь. Скоро увидимся.